Рай и реальность здесь живут на одной улице. Вопрос только, куда ты решишь повернуть свою голову и на что готов смотреть. Бангкок называют сердцем Таиланда. Это огромный мегаполис и экономический двигатель. Именно здесь сочетание небоскребов, дорогой, красивой жизни буквально граничит с другим миром, где люди выживают в развалинах и деревянных домах на сваях прямо в центре города, на реке, в самых опасных условиях для жизни. Люди и дикие хищники вместе борются за выживание ежедневно. Этот мост тоже когда-то обвалился. Его обновили недавно. Построили заново. Но при всем при этом Бангкок остается один из самых посещаемых городов мира. Стабильно входит в топ-3 по числу туристов. Иногда хочется побыть подальше от людей. Даже от своей семьи, понимаешь? Бухнуть, снять телочек. Это и есть свобода. В этом выпуске я покажу город, каким вы еще его не видели. Пройдемся по трущобам, заглянем на знаменитую улицу красных фонарей Со Ковбой и покажем, чем живет ночной Бангкок. Окажемся в настоящем безумном мире тайской столицы. Мы счастливы жить здесь, это наш маленький рай. И если вы готовы своими глазами увидеть настоящий другой мир, пристегнитесь и можете не сдерживать эмоций. Полетели! Друзья, зацените одно место. Прибыл на рынок, не самый простой, не самый стандартный, который вы привыкли видеть. Сейчас вы будете немного в шоке, и ваши волосы, скорее всего, станут дыбом. Посмотрите на это искусство. Находится прямо на железнодорожной ветке, ведущей к реальным станциям. И когда приближается поезд вот сюда вот, он двигается, эти люди, которые торгуют вещами, продуктами, быстро-быстро убирают все вот эти зонты. Я вам это обязательно покажу. Посмотрите, люди ходят прямо по железной дороге. Поезд приходит 8 раз в день, 4 прибытия, 4 отправления. Вот эту железную дорогу построили уже после того, как рынок существовал. По этому пути буквально проложили через торговые ряды. Это основное место, где местные жители покупают еду в будние дни. Поэтому у вас есть возможность увидеть разнообразную, аутентичную еду, повседневные товары и продукты на этом рынке, а также просто соприкоснуться с жизнью местных людей. В ожидании поезда мужчина, я так понимаю, уже уснул. Ждет его очень долго. Как это выглядело раньше? Смотрите, это же реальная фотография. Вот так вот поезд приходил, и люди, которые торговали товарами, некоторые из них оставались реально на железной дороге. Эти курицы бегали даже. Вот такой вот поезд примерно мы ожидаем с вами. Сейчас он уже подъедет. Вот тут бросает просто ежеминутно. Температура за бортом 35 градусов. В этом все прелести местонахождения на экваторе. Здесь постоянно очень душно, очень жарко. Большое количество жидкости надо употреблять, пить воду, коконат пить. Иначе действительно можно сойти с ума и упасть в обморок прямо на этой железной дороге. Прозвучал сигнал. Говорят о том, чтобы мы отошли от платформы и были очень осторожны и аккуратны. Смотрите, как быстро очистили дорогу, друзья. Все палаточки, все зонты, все было прибрано. А вон и поезд. Поезд идет очень медленно, для того, чтобы в случае недоразумения он никого не задел. Прямо на рынок, дорогие друзья, заходит поезд. Настоящий, пассажирский. Вот так это происходит, дорогие мои. Вот так он выглядит. Люди приезжают сюда, на станцию, спускаются, покупают вещи. Видите? Если честно, ждал я для вас 2,5 часа, пока он приедет. Я, видимо, приехал тогда, когда он только уехал. И сидел, ждал вам показать. Но оно того стоило. Помимо закупок, можно же и перекусить. Смотрите, какие цены. Прекрасные. По 70 бат, по 90 бат.
блюда. Видите, прямо на картонках разные самые. От супов до вторых. Поеду, покажу вам плавучие рынки прямо на воде. Не знаю почему, но мне ощущение, что это тоже интересно, зрелищно, посмотреть необычное что-то. То есть я небольшой любитель ходить по рынкам, потому что меня это начинает раздражать. Но вот такую экзотику я готов посещать, смотреть и показывать ее вам. Посмотрите, друзья мои, как это выглядит на самом деле. Я так понимаю, тут можно взять прям экскурсию. Я сейчас подниму птичку и сниму вам это все вдоль берега. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. А это у нас туристы, которые взяли некое такое путешествие. У них огромнейший мотор, наверное, с какого-то грузовика, что ли, но очень слабого. Вот такие вот лодки, вот такие вот лестницы спускаются прямо вот в эту мутную воду и готовят еду у вас на глазах под палящим солнцем, 40-градусную жару. Мне дали сразу 30 вилок, 30 ложек, чтобы не промахнулся. И вот такие кальмары. Сейчас попробуем. Это невообразимо очень вкусно. Ням. Это очень вкусно, друзья мои. Все приезжайте сюда и пробуйте кальмаров. Да если без шуток, все свежее. 200 рублей, целая тарелка. С рисом и кальмарами. Таиланд этим и удивляет. Ценами, гостеприимством и климатом. Он меня пытается соблазнить. И мы поддаемся этому соблазну. Потому что это настоящий соблазн. Lo que siento es tan fuerte. 10 долгих лет за решеткой, а теперь новая жизнь. Теперь я торгую на улице, как видишь. Добро пожаловать в Пхукет, Снежок. Вот моя новая жизнь. В Таиланде темнеет около 7 часов вечера, и мы к этому готовы. А знаете, почему я сейчас включил камеру? По приглашению киллера меня вызвали к нему на корабль. Он пригласил меня на вечерний ужин через того самого русского Дмитрия. Русский, мой кореш. Russian, да? Да. А what's your name? Дима. Так вот, Димасик со мной связался и говорит, что Нюн — это местный Боб Марли, самый лучший человек на острове. Я в торговый центр забежал, хочу купить ему подарок. Он сказал, что у меня нет телефона, не с чего звонить. Сейчас мы ему подберем быстренько. iPhone 15. На 256 гигабайт, iPhone 15. Ребятушки, кто ему такой подарочек еще сделал? Но это мы сделали. Я считаю, что он заслужил. Темнеть начинает. Сейчас дорога будет, кстати говоря, не очень-то приятная. В основном освещается, но есть участки, которые не подсвечиваются. И это опасно. Как хорошо, что я прошел школу вождения мото. Я бы уже, наверное, тут где-нибудь разложился нахуй. А вообще тут очень много туристов, ребятушки, раскладывается жестко. Здесь медицина очень дорогая. Делайте страховку, она стоит 60 евро в месяц. Здесь миллионы стоят, чтобы полежать в больнице, чтобы вас восстановили. А если вы поломаетесь, то там просто нереальные космические цены. Мне страшно. Ребят, не знаю. Ты кто? Я еще Нюн. Иди отсюда. Нюн. Давай, вали. Нюн. Иди отсюда. Иди, сказала. Нюн. И не ходи сюда больше. Да. Что-то я вообще не понял, а где все? Я что-то не понимаю, куда мне идти-то? Бу! Hello? О, это ты, да? Ай, Эдвард. Ты что тут шароебишься? Ты к брату, что ли? А он там? Слышь, русский, ты время видел? А где он? Короче, жди его на А вы корабле. что там делаете? Да бля, сплю. Слушай, ты заебался своим фонарем. Иди подожди его Я там. понял. Да, иди Меня прогуляйся. напугали, с палатки выбежали, вы меня напугали сейчас. Давай уже иди, двигай в Окей. дом. Это меня напугал, он с палатки вылез как змей. Ничего так страшно никогда не было, клянусь, пацаны. Я так понял, они отъезжали за мясом, за шашлыками, и сейчас они уже возвращаются. Я нахожусь у его дома.
Эй, здорово, Снежок, а вот и я! Вот он приехал. Да, я тебе тут кое-что несу. Кто это? Жратва это, вкусняхи всякие. Я связался с Дима. Дима, Russia, Да-да. Санкт-Петербург. Дима, да, мне показывал твой видосик. Я решил сделать тебе подарок. Чтобы мы всегда были на связи, братан. Телефон. О, вау, спасибо. Айфон. Да? Да, как у меня, такой же. Вскрывай, вскрывай. Да ну, вау! Айфон! Спасибо, русский. Я позвал сегодня моих пацанов, они хотели с тобой познакомиться. Они тоже русские, так что будем жарить мясо все вместе. Алло, русские! Давай, ты жрать-то готов? Я тебе там такого хрючего сварганю. Босиком ходит. Та-дам! Это, сука, рыбный суп. Я разбавил его кокосовым молочком. Итак, та-дам! Рыба! Вай! Да, это остренькое. Это я понял. Ну так что, может заценишь? Я. Окей, я для тебя делал. Пизда тебе. Это, походу, острое что-то очень. Невозможно есть, это острая хуйня. Че, прижгло тебя, Снежок? Это пиздец. Эх братан. ты, слабачок. Как это ешь? Да вот чуть-чуть берешь, Братан, ебани ложечку, может, ее не разнюхал? потом кладешь это в тарелку, блядь, и мешаешь это Такое Снежок. маленькое, оно острое. Тут это травить врагов нахуй только. Да, сегодня ты ешь суп, а завтра твоей заднице можно разжечь костер. Нереально хавать. Здесь очень острое. Вот, цени. Это часть кабана. Зубы кабана. Настоящие? Оригинал? Нет, блядь, подделка. Почему ты меня назвал Снежком? Да потому что ты белый, как снег. Что я белый, блядь, он черный. Да, я черный. Да все просто, Снежок. Белый — это городской, а вот черный — он из джунглей. Я дитя дикой природы, братан. А вот ты просто жил на ферме. Вот если б ты охотился, ты бы меня понял. Go! Все просто у него. Да ты даже близко не всасываешь, как опасен клык кабана. Когда ты целишься, кабан уже видит, куда всадить тебе этот клык. Он смотрит в твои маленькие трусливые глазки и думает, как бы посильнее разорвать тебе твою белую мошонку. Люди пропадают в этих джунглях, даже когда приходят за кабаном. А на тебя нападал кабан? Да ясен хуй, но этот кабан не так умен, чтобы вальнуть меня. Нужно стать выше, чтобы он твоих глаз не видел. А с чего стрелял? Да, я Десерт. охотился вот с такой дурой. А где эта снайперская винтовка? Где она? Я спрятал ее в лесу, потому что полицаи Пукета палят меня со времен моей профессии. Они уже весь остров к чертям перерыли. Вот если ты приезжий, тебе повезло, потому что ты можешь отдать им бабла. Меня они посадят, а тебя отпустят. Только тебе придется расстаться со своим кэшем. Почему он ходит постоянно босиком? Спроси, пожалуйста. Все потому, Снежок, что я получаю силу земли, она насыщает меня. А почему не голый? Сегодня просто холодно, только поэтому я не голый. Почему голый полностью не ходит? Потому что за ствол может змея цапнуть. Wipe sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. Но и ты в красивом платьице, ведь тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на Клуб веселых и находчивых, нахуй, в джунглях где-то, блядь. Геолокацию скинул, приезжайте. Все, мы по домам, завтра едем с ним в Централ в Пхукет и делаем из него настоящего хитмана. Ребятушки, пробуем управлять местным такси. Let's go. Тебе куда? Шоу ковбой. Так, первая передача. На себя, блядь, кочерга между ног. Я сидеть рядом, чтобы тебя учить. Эй, ты так взорвать машину, не делай так сильно. Погнали, блядь, едем. Управляем местом такси, дорогие друзья. Вот так вот перевозят людей, вот на таких вот кибитках. Это называется тук-тук, друзья. Нужно помедленней. Вась, ты не мешаешь. Гнать не надо. Ты мне не управляй, я сам могу управлять. Нет, тише надо и смотри на дорогу. Тише, стоять. Нужно помедленней. Медленней, ты так машину сломать вообще. Тихо, стоп, тормозить, гонка. Все, я сюда русский, больше не пускать.
Вот они не дали прокатиться, молодцы какие, а? Ну, по-свойски все. Самое главное, что город не спит. А вот и улица. Это одна из самых главных улиц, длиной 150 метров, где расположено около 40 баров. Но в основном go-go. Ну вы поняли. Как мы уже привыкли, с наступлением ночи начинается самое интересное. Мы выходим на Со Ковбой, одну из самых известных улиц красных фонарей Бангкока. Попробуем разобраться, почему эта улица уже много лет остается одной из самых обсуждаемых точек ночного Бангкока и сколько стоит провести вечер с приятной девушкой в местном кафе или отеле. Девчоночки, hello. Вот Иди такие к нам, Пупси. есть. Зайди и возьми, мы тебя ждем. Привет! Сумасшествие. Заглянешь ко мне? Табадика. У нас тут Здесь лучше меня всего. сразу называют. Но в этом месте можно все. Можно прийти, посидеть в баре, посмотреть бои, посмотреть футбол. Очень популярная улица. Это что-то типа, как мы были на Пхукете. Но здесь есть леди-бои, но их очень мало. В основном настоящие. Давай-ка выпьем, дружок. Счастливчику пивчик за 100. Кто хэппи-вай? Счастливчику пивчик. Он тебя хочет набухать всего за 100 бат. Но алкоголь. О, ты не пьешь? Окей. Только телочки. А ты откуда? Russia. Russia. Спасибо. Where you from? Я из... Чина. Корея. Я не уважаю Китай. Не из этих. Я хейчу китайцев. Видишь палец? Поломанный наглухо. Видишь разницу, да? Ща расскажу. Мне переломали все пальцы на этой руке. Все 4. Как раз в Китае. Ты ж слышал про типа якудзу? Якудза — это японцы. А у китайцев есть их мафия, типа такой же. Они сломали мне 4 пальца. Я с тех пор ни ногой в Китай. А ты здесь один? А, да. Yes? А где твоя семья? Я сбежал от них. Иногда хочется побыть подальше от людей. Даже от своей семьи, понимаешь? Бухнуть, снять тёлочек. Это и есть свобода. Поэтому я здесь один. Корея крутая страна, я слышал про нее, вы молодцы, у вас крутые технологии. Ну, на 80% я с тобой соглашусь, но в остальном попробуй объяснить, что там не так. Вот заказываешь ты еду в баре, например. Окей. Тыкаешь пальцем в странный колокольчик. Динь. Ты не общаешься с людьми, просто динь. Ты не можешь найти даже просто с кем пообщаться. Все просто пялят в свои телефоны. Там нет дружбы или любви. А я терпеть такое не могу. Что это? Это что? Секси girl? Да, для тебя, малыш. Я тебе одеть хотел. Секси girl. Спасибо, русский. Бабушка. А это что? Это часы, милок. Бабушка. Они оригинал. Да, спасибо. Часы Rolex оригинал. Заблудился, малыш? Оригинал. Это Леди Бой? Это все девушки. Оригинал. Оригинал, да. Woman, how much? За 220 бат придушит змея. Не. За часы возьмет? Нет, уходи. Это пиздец. Она мне сказала за 220 бат, она мне вот так показала. За 220 бат. Я говорю, ну, за часы, братик, за часы. Бля, буду оригинал. Are you okay? Is okay? Окей. Нет. Free, бесплатно. Спасибочки. Окей. Where you from? Бангкок. Как тебя зовут? Та-та. Ната. Та-та. My name's Edward. Приятно. Рассказать про улицу? Это Сой Ковбой. Главная улица Сукхумвите. Если пройти дальше, там находится Сой Нана. Здесь много мест для отдыха и развлечений. В основном сюда приезжают иностранные туристы. Я сама работаю здесь всего 2 месяца, поэтому еще не все успела узнать. Куда бы я тебе посоветовала сходить? Go-Go бар. Там можно очень весело провести время. Можешь рассказать, как девочки зарабатывают? Выпивка на баре. А? Да. Услуги за деньги. Все, за что платят. И вот так делают. Ай. Ну, работают своей киской за небольшие деньги. Вот такая эта улица, понимаешь? Это дорого или дешево, что они предлагают? Дорого. Иностранцам нравятся тайские девушки, потому что они умеют заботиться о людях, умеют общаться и развлекать гостей. Понимаешь? А ты красивая. У меня вообще нет силикона. No силикон. Нет. Woman? No lady boy, no lady boy. Нет. Woman. Да. Yes, good. Спасибо. Я сама здесь, потому что ращу ребенка. А, у тебя ребенок, Да, семья? у меня 2 мальчика. 2 baby? Да. Yes, man. А мужчины нет.
А где он? В тюрьме. А, он в тюрьме? Да, За что? сел. Когда я была в Он положении. сел, когда тебе было 4 месяца. За что присан? За что? Он торговал. Сама я хостес. Я улыбаюсь гостям и подбираю девочек. Но сама не продаюсь. Тут многие зарабатывают так ради своих детей. Здесь можно хорошо заработать. И способов очень много. Ты сейчас одна воспитываешь детей на этой улице? Да, я приехала сюда, чтобы зарабатывать деньги для своих мальчишек. Ведь я обеспечиваю их сама. Я здесь только ради денег, это правда. Я иду домой спать. А рано утром занимаюсь детьми. А сколько тебе надо денег? Нет, Сколько? мне ничего не нужно. Мне неловко просить Нет, ты скажи, тебя. не бойся. Говори как есть, не переживай, я тебе помогу. Задал вопрос, она попросила выключить уже камеру. Я говорю, а почему ты тут работаешь? Говорит, это самое быстрое, потому что мне не осталось другого выбора, вариантов нет. Мне осталось только вот так вот. Я говорю, сколько тебе нужно денег, чтобы ты, пошла домой? Она ничего в ответ не сказала, я ей дал 10 тысяч рублей, короче, и мы разошлись, разбежались. Она в ахуе, если честно. Я сам в ахуе. Вот такая вот улица, ребятушки, но это же девушка. Тут в большей степени девушки на этой улице. Это такая ночная жизнь Бангкока. Вот она вот такая вот вся во всей красе. Современное такси, которое вы привыкли видеть, еще не до конца адаптировалось. И посмотрите, перевозят людей, крутя педали. Вот на таких вот велосипедах. Это такси. Велосипеды, это рикша, дорогие друзья, рикша, которая транспортирует по одному человеку. Вот так это происходит. Он своими ногами перевозит людей по району за, по сути, копейки. Я на такой работал в Москве. На ВДНХ водил экскурсии. Вот фотографию могу прикрепить сейчас. Физически тяжелая работа, которая максимально неблагодарная, неоплачиваемая вообще. Контрасты — это главный магнит всех, кто сюда приезжает. Сочетание небоскребов и деревянных домов на сваях, ночных клубов мирового уровня, традиционных рынков и торговых моллов класса люкс реально будоражит. Захватывает дух не по-детски, когда ты одной ногой стоишь в грязи, в прямом смысле слова, а другой в роскошном дворце или заведении, буквально в пары кварталов город меняется как хамелеон. Еда, стритфуды, настоящая религия Бангкока. Неоднократно признан лучшим городом мира из уличной еды. Да, мировое признание получил не за хот-доги и шаурму, поверьте мне. А если хотите убедиться сами в этом, приезжайте и попробуйте. Ну а теперь к самому интересному: крупнейшие трущобы Бангкока. Тем, кому некуда идти, или тем, кто осознанно выбрал такую жизнь. Ты со всего удивляешься, но тебе просто никогда не понять местных. Мы счастливы жить здесь, это наш маленький рай. Пока одни тусуются у бассейнов дорогих отелей и ездят на роскошных автомобилях, всего в нескольких километрах от делового центра расположился район Клонгтой, одно из самых известных и густонаселенных бедных сообществ города. Это крупнейшие трущобы Бангкока. Здесь люди проживают под этим мостом всю свою сознательную жизнь, потому что около 100 тысяч человек живут на территории примерно 2,5 квадратных километра. 20% жителей Бангкока живут в незаконных скатерских поселениях по всему городу. Все началось еще в 1950-х годах. В поисках работы у порта люди приезжали сюда, когда действовала дешевая система аренды земли. И до сих пор, из поколения в поколение, я так понимаю, они остались здесь навсегда. Это простая повседневная жизнь местных жителей. Район, где все выглядит очень скромно, но при этом чувствуется своя особая атмосфера и ритм жизни. И я решил разобраться, что происходит и чем же на самом деле живет этот район. Куда прешь? Куда прешь, говорю? Че забыл тут? Не могли бы вы мне провести экскурсию по этому району? Хочешь пройтись? Здесь? Yes? What's the name? Юй, Sister? мой дружок. Кто? Блядь, дружок. Мы сейчас находимся в трущобах под мостом. Здесь люди живут из того, что собрали. И девушка, милая девушка, согласилась нам провести экскурсию. Вы можете рассказать, что это за место и чем вы тут занимаетесь? Сдай чуть левее. Здесь под эстакадой находится трущоба. Это настоящая жизнь Бангкока. Тут есть все, что тебе надо. Знаешь, играют детишки, люди торгуют, все выживают как могут. Почему эти дома собраны из досок, фанеры и пластика? Это трущобы. У людей здесь мало денег. Притом это очень густонаселенный район. В центре живут только мажоры с бабками. Срать на них.
Большинство домов здесь деревянные или сделанные из фанеры. Сейчас мы проходим мимо одного из таких. Смотрите, как эти дома собраны. Дома буквально собраны из подручных средств. Я так понимаю, это жилые дома. А кто здесь живет? Кто сейчас, даже и не знаю. В одном таком доме живут несколько семей. Они сменяют друг друга время от времени. Смотрите, прям свалка какая-то. Безумие. И живут здесь, учатся. Дома стоят очень близко друг к другу. Между ними узкие переулки. А вот и красивое местечко. Вот он, наш зеленый уголок. Здесь тут и растения не выращивают, и сады. В некоторых домах живут большие семьи. Часть построек жилые, а где-то пустые дома. Дома ушатанные. Но, несмотря на это, местные привыкли к такой жизни и чувствуют себя здесь счастливыми. Такая жизнь для них в порядке. Здесь довольно много бездомных собак, но в целом все спокойно. Вот она побежала. Привет, девчонки. Привет. Смотрите, у них прям аквариум вот здесь вот. На входе в доме. Малыши прям там живут. А это Будда. Сюда можно прийти, помолиться. Это наш храм. Hello, my friend. Детишки. Только не убивай. Не убивай меня только, окей? Школа, да? Это садик. Он меня пытается убить. Тут хавка. Рядом магазин. Смотрите, это местные магазины у да. них, типа для тех, кто здесь живет, они делают покупки здесь. Этот магазин создан для местных жителей, правильно? Да, Yes. местный магазин. Он сделан теми, кто тут живет, для своих. А он ведь дешевле, чем обычный магазин? Да, намного дешевле. Вот здесь вот прямо в этом квартале, в этом райончике, вот так вот подходишь в такое окошечко и покупаешь еду. А чем вы занимаетесь, с кем вы работаете? Я зажигаю на Сой Ковбой. Бывал же там? А? Бывал на Сой Ковбой? Сой ковбой. Сейчас покажу тебе видео, и ты сразу догонишь. Вот тут я тусуюсь, работаю. Она работает на Красной улице, дорогие друзья. Стриптиз. Танцую голая. Ага. Стрипухая. Ага. Допер? Дэнс? Стриптиз. А, дэнс. Она работает танцовщицей на Красной улице. А у вас есть семья, дети, мужчина? У меня 2 детей, а мужика нахер. Я ращу детей одна вон там, а здесь второй дом. Тут живет папа. Ой, блядь, я чуть не обосрался нахуй. Блядь, это пиздец. Чё, кого, девчата? Привет, Юи. Здоров. Why home? Вот тут мой отец. Hello. Hello! Hello. С ним все хорошо? Да все супер, я тут кайфую. Он прикован к постели. С ним все хорошо? Да. Yes? Да, все огонь. Окей, окей. Я зайду попозже, занесу еды. А тут живет моя сестренка. Why home? Дом моей сестры. Заходи давай. Hello. Здесь, смотрите, это такое спальное место. Вот так вот выглядит гостиная. Здесь свет, у них плазма, а здесь, получается, спальное место. А здесь у них, получается, все в одной комнате, дорогие друзья, у них. Но у них есть телевизор, и Муай-Тай идет по телевизору. Плюс вот эта кухня, я так понимаю. Схавай рыбку. Вау. Смотрите, он рыбу перекладывает прямо здесь, вот, прям вот так вот. Куры прямо на столе, ребятушки несут яйца. А туалет? Нет, какой туалет? Дом. Хол? Дом, бля. Это дома? Не надо там срать. Вон мой дом. Хоуми. Тут я готовлю для своей части района. Это еще одна работа, да? Моя вторая работа. Ага. Не только же трясти жопой на Сой Ковбой. Я живу высоко, тут нет лифта. Туалет в падике. Как будто я на заброшке какой-то, ребята, лажу. Тут спит мой братик. Не шуми. Вот так вот выглядит комнаты. Вот это ее младший брат. Младший брат сейчас отдыхает. Вот ее душевая, ребят. Я так понимаю, она тут ноги моет, чтобы никто не зашел. И вот это получается как бы туалет и душ, душевая кабина. Здесь, в тазике, скорее всего, моются в тазике. Моя хатка. Ау. Вау. Тут немного не убрано. Ну, компьютерный клуб. У него свой компьютер личный. У меня лучшие виды. Балкон. А вы здесь одна живете или с кем-то? Одна. One?
А где ваш муж? У вас же 2 детей. Может, нормальное что-то спросишь? Не, да без мужика я тут. Мать-одиночка, слышала о таком? А откуда у вас дети тогда? Чьи они? Ну и вопросы. Я не знаю, от кого угодно, от любого из этих козлов. Они всегда сбегают. Ага. А вот женщина остается и берет ответственность. А в чем заключается основная проблема? Можете рассказать? Самая большая проблема – это деньги. На воспитание детей уходит очень много средств. У меня их 2. Я еле вывожу. Школа, еда. Я за все плачу сама. Вот здесь вот она красится и выезжает на работу. Честно говоря, у нее намного лучше хата, чем те, которые мы видели с вами. Скажите честно, вы хотели бы поменять работу? Да. Yes? Я работаю по ночам, и это очень тяжело. Но только там есть большие деньги. Ведь трепухам платят значительно больше, чем за работу тут. Конечно, там приходится делать ужасные вещи. Пить с клиентами, танцевать для них приваты, делать всякую грязь за гроши. Это очень унизительно для женщины, но что поделать. Тут это единственный, самый лучший способ обеспечить своих детей. А кем бы вы хотели работать? Я мечтаю открыть продуктовый магаз. Я хочу помогать району и обеспечивать своих детей. Мне стыдно перед ними за мою работу. А вы давно здесь живете, в этом районе? 10 лет. С 2017-го. Но если бы ты видел мой старый дом, ты бы понял, что тут все вообще отлично. А сколько вам лет? Только вот стукнуло 32. Смотрите, вот мы идем сейчас по дорожке, где кто-то живет. Home? Заходи, тебя пустят без проблем. Это просто, блядь, свалка, нахуй. Здесь целая семья. Вот здесь вот живет целая семья, дорогие друзья. А будки как бы из дерева, собраны из дерева, из пластика, из, по сути, подручных средств. Вот они, вот эти вот, по сути, запасной материал для вот этой будки. Он уже здесь готовится. Это игровая комната. Здесь у них постирочная, сушка идет. В принципе, палатка для гостей, наверное, для тех, кто приезжает сюда и, возможно, здесь вот расстилается. Грубо говоря, тут все готово для обычной жизни. И у них есть домашние питомцы, малыши, котики. А почему такие условия для этой семьи? Здесь запрещено строить большие дома. Эта территория принадлежит государству, поэтому людям разрешают строить только небольшие деревянные постройки. Просто запрещено жить иначе. Многие живут здесь уже больше 10 лет и не собираются уезжать. Ты со всего удивляешься, но тебе просто никогда не понять местных. Мы счастливы жить здесь, это наш маленький рай. Что нужно сделать, чтобы люди жили лучше? Все решают деньги. Но каждый помогает своему соседу, чем может. И я верю в будущее Клонгтоя. Все точно изменится. Выдвигаемся в самый дорогой район Бангкока. Там живут самые богатые люди. Приезжают, покупают недвижимость. Вы сейчас сильно удивитесь, но это большущий контраст. Хочу показать вам черное и белое. Это реально белое. Если вы подумали, что Бангкок — это только трущобы и шумная ночная жизнь, вы предельно ошиблись. Здесь вас также встретят современные небоскребы, элитные жилые комплексы, дорогие торговые центры, роскошные автомобили и рестораны с панорамными видами. В город съезжается огромное количество очень обеспеченных людей со всего мира. Бангкок — поистине место больших контрастов. Тонглор – один из самых престижных и дорогих районов Бангкока. Это а-ля некий Беверли-Хиллз Бангкока. Район для самых богатых и успешных людей, которые приезжают сюда со всего мира. Посмотрите на эту улицу. Высаженные деревья, чистота, порядок. Здесь у них свой отдел полиции даже есть. Много состоятельных тайцев, японских экспонатов. Там целый японский квартал есть с суши-барами, западными диджеями, предпринимателями. Он более спокойный и взрослый. Здесь такой вайб не совсем туристический, нежели как обычно люди приезжают. Здесь ставка на стиль, на тех, у кого есть деньги. Здесь ставка не на массовость, здесь нет фактически туристов. Одна из лучших ресторанных улиц, в принципе, города. Мишленовские заведения до скрытых баров. Улица усеяна кафе,
Для тех, кто сюда приезжает пофоткаться, поснимать видео со своими папиками. Для тех, у кого есть бабки. Недвижимость здесь достигает порядка 10 тысяч долларов за квадратный метр. Я вам напомню, тот самый район Клонгтой, где люди живут, по сути, в будках 2 на 2. Здесь ты платишь по 20 тысяч долларов за эту будку. Вот, ты делаешь шаг, заплати 10 тысяч долларов. Еще один шаг, 10 тысяч долларов. А люди живут в том районе, буквально вот в этом квадрате. Вы можете понять, вообще просто представить себе, насколько сильный контраст. Для меня это два разных мира. Это реально безумие, когда люди живут под землей. И здесь люди живут в небесах. Этот район славится тем, что тут фактически нету туристов, их очень мало. В основном здесь успешные люди, предприниматели со всего мира. Цены примерно как и в Москве. За квадратный метр в самых таких элитных ЖК, в элитных комплексах. Настолько сильный контраст я еще не видел, не испытывал. Если у нас в России, да, есть бездомные, но их очень мало как будто бы. И нету таких кварталов сумасшедших, где люди сходят с ума от того, что теряют свой разум, теряют себя. Здесь прям этого достаточно. Какие высотки, какие красоты. Ну тупо Москва-Сити. Куча дорогущих заведений, куча баров, клубов, секретных каких-то проходов, куда не каждый может попасть, только по приглашениям. Охрана, полиция на каждом перекрестке, постоянные досмотры, осмотры. Я, допустим, в некоторые места, не смог пройти с камерой, там, даже в очках, в которых установлена камера, они все это знают, все это понимают и шмонают меня по полной. Я многие вещи не смог вам снять только в силу того, что здесь очень сильная конфиденциальность, именно в этом квартале. Смотрите. ЖК, один из самых дорогих. По этой улице в основном ездят только курьеры. Но, видимо, доставка здесь кипит. Люди питаются исключительно доставкой, либо в ресторанах. И я их понимаю. Заметьте, на этих улицах не продают уличную тайскую еду. Нету этих будок, этих колясок с едой, этого постоянного шашлыка. Этого здесь нет. В этом вся суть этого района. Хочешь дорого-богато? Живи здесь. Хочешь, чтобы тебя никто не трогал? Живи здесь. Плати бабки, любой каприз за свои деньги. What's up, бро? Как тебя звать? Эдвард. Эдвард? Я Майкл. Я кое-что знаю о русских. Я тебе покажу. Поехали. Куда? Спасибо. Едь прямо, разберемся. Но не очень быстро, ладно? Вперед, братан! Ебать, ты куда так разогнался? Воу-воу-воу-воу, полегче, братанчик! Бля, мужик, ты чё? Ты нас так на тот свет отправишь? Как тебя зовут? Эдвард. Блядь, ты просто безумен. Ты у срачки меня напугал, папа. Тим Миллионс, Эдвард Билл, ваш блогер. Йоу, блин, ты реально известный чувак. Куда тебе, блядь, ехать? Мы любим Россию, Россия вперед! Он знает только 3 слова. Девочки, сука, иди сюда. Very close. Я из Южной Африки. Это мое обращение к русским. Скоро все будет зашибись. Мир во всем мире, я тебе отвечаю. Я подобрал, он стоял, голосовал, никто не останавливался. Я один остановился, взял его, я думаю, его довести надо. А он говорит, поехали туда, куда ты едешь. Я, понял, что я встрял. Я, конечно, начал быстро ехать на байке, он начал орать, успокойся, мне страшно. Мы должны двигаться вместе, бро. Ты вообще горячий мужик. У тебя годный контент, но, блин, как ты вообще 6 лямов подписоты откопал? 7 миллионов. Окей, 7. Короче, мы топим за образование. Ща я тебе покажу кое-что. Вот, цени. В общем, мы работаем над тем, что пытаемся установить мир во всем мире. Но мы работаем над этим. Greenpeace. Не Greenpeace, просто peace, бро. Так вот, запали кое-что. Тебе в натуре понравится. Короче, мы работаем с детьми, потому что так велел Иисус Христос. Врубаешься? И он сказал, что путь в рай лежит через детей. Такой заряженный чувак. Окей, вот еще палье. USOE. Это то же самое, что ты у меня видел на спине. Ага. А что это я подписался сразу, я ни на кого не подписан. Ты когда ехал, я реально чуть не обосрался. Думал, блин, сейчас ты меня к Иисусу отправишь. Шумахер в натуре, блин. Бля, если бы я знал, что ты говоришь, ну ёбаный рот. А мы что, сейчас на стриме или как? Не понимаю я. Да. А знаешь, я как-то был на Украине, в Киеве. Ну, там ходил по девочкам,
А они такие... Вот же ж, блядь, суки гребаные. Тебе нужны деньги или жилье? Ну, может, немножко баблишка. Сколько? Да сколько дашь, братан? Сколько? Ладно, косарик. Значит, ты снял это. Знаешь, я скоро стану очень-очень богатым, и я тебе в 10 раз дам. О, бро. Зацени-ка вот это. Оно помогает контролировать свое время. Используй разум и воображение, чтобы создать вокруг себя лучшую реальность. Ну смотри, что мы сейчас видим в Америке или в подобных тому странах. Система отравляет нас алкоголем и всякой запрещенкой. Это полная херня, она уничтожает нас. А сейчас они еще снимают контент, который делает нас дебилами. Это разрушительно. Мы должны это остановить, понимаешь? Ну-ка, зацени одну приколюху в моем инстаграме. Смотри, Владислав. Цени, это Владислав, он русский. Папа, как же он наваливает. Ты только глянь, потрясающе, да? Знаешь, что Тайсон говорил? Я не боюсь умереть, потому что я попаду в рай. Не, я тебе говорю, я в любую секунду готов умереть, потому что я делаю этот мир лучше, бро. Зацени еще. Я храню это при себе, чтобы помнить, что любой ребенок на планете мог бы надеть этот тапок. Я борюсь за этого ребенка, папа. Я все понял, окей. Все, пока. Я пойду. Goodbye. Знаешь, ты в натуре джентльмен, бро. Ты джентльмен. Ты себя береги, Эд. Ты баранку крутишь так, что, ну, блин, пиздец. Я тебя наберу. Теперь ты мой кореш. Мы лучшие друзья, да? Ну, точно. Спасибо большое. Ну, а русским людям хорошего дня. И я вас люблю, ребята. Я в натуре тебя наберу, бро. Давай. Что-то в этом есть. Привет. Hello. Во. Да, качаю приложуху для знакомств. Работает? Да. Заебись, работает. Ты видел в форме типов? Армия? Не армия. Это решалы джунглей. Они ловят и грузят в автобус животных. Вон ту обезьяну повезут в ее зону обитания. Наверное. Иди глянь. Вау. Кто это тут сидит? Ты что, пасть открыла? Какая красивая. Но лучше, наверное, не прикасаться к ним, да? Ты так поедешь? Централ Пхукет так? Да. Окей, let's go. Чтобы вы понимали, Центральный Пхукет это как торговый центр. Это как Афимол в Москве. Огромный такой, современный, стильный. From India? Да, я индус. Вы не ювелиры? Чё? Ювелир. Нет. Да, индусы, намасте. Дай воды, слышь. Я брезгу, да? Нью. Да? Давай. Нью. Дайте еще одну, а то Снежок зашквара боится. Окей. It's okay. Давай. Подъебать меня наш. Не касался горлышка, блядь. Не замазал тебя. Давай, делай, мы короли острова. Ну-ка, давай стопни там, мне нужно цепануть земельного червя. А что? Окей, да ща, я быстро. Вот, держи. Чё, червячка отсыпешь мне? Что это? Это для птиц. И куда ты этот пакет засунешь? Теперь засуну. А нас пустят? Да не ссы, Снежок. Только лишь белых волнует, что на тебе надето. Посмотрите, как он деньги убрал, как будто я ему должен был всю дорогу. Знаете, как за миссию, которую он выполнил, я ему дал зарплату, он так, с таким лицом, типа, все четко. Не, оставь это себе. Это не мой стиль. Не твой стиль? Братан, тут нет твоего стиля, только такой стиль. Ну какой еще другой стиль? Может быть, роликсы? Нет, Снежок, дерьмо для мажоров. Хуйня, да? Я по солнцу время определяю, братан, глядя на небо. А вот это заебца. Вот, good. Вот в такой одежде хоть в клуб, хоть в бордель по бабам. Тебя без обуви никуда не пустят. Да, меня однажды не пустили в аэропорт Бангкока босиком. А за сколько ты продашь мне свою старую одежду? Да вот хер. Расслабься, у тебя просто кэша на это не хватит. Ребят, ну посмотрите, но все равно он отказался от Тома. Все, ты взял задание? Да в очко этот стиль. Видишь? Звонят, бля.
Здорово, брат. Да, я уже готов выезжать на задание. Слышал по новой мобиле в костюме, ебать. Да, сейчас откапываю волыну и выдвигаюсь к тебе. Да. Ему так больше, ну так похож на реального какого-то серьезного чела. До связи. Это моя новая работенка, security. Security job, да. Russian bloggers, security. Давай. Да, я теперь русский мафиозник. Русская мафия из Таиланда, да. Еду и думаю, это будет очень увлекательно и забавно, если вы теперь будете решать, в какую страну дальше я полечу. Я у себя в телеграм-канале создал опрос. Если эта страна побеждает в голосовании, беспрекословно я улетаю туда. Эд, лети во Вьетнам. Следующая страна — Вьетнам. Эд, лети в Сирию. Я только черный плащ дома забыл, окей? Я подумаю. Страны, которые вы увидите на любой вкус и цвет. Чье голосование побеждает, туда мы и летим. Переходите по первой ссылке в описании. Это будет охуеть как страшно. Если вдруг пропаду без вести, лучше не ищите. Идет, идет, ты посмотри, да, серьезно чел. Серьезно чел. Зайди сюда. А, туалет? Да, туалет есть. Но ты тогда зайди посмотреть. Мона Лиза даже есть. Вау. Каких статуэток прям куча разных самых. Оружие. Вы видели фильм «Район номер 9»? Вот как будто бы я в этом районе сейчас. Вам отвечаю. Этот район Клангтой под большой угрозой, и власти планируют превратить его в новый деловой центр. Полностью все снести. Жителям предлагают компенсацию за переезд. Куда? Непонятно. Многие сопротивляются, поскольку выросли тут буквально с младенчества и не хотят терять это огромное сообщество. Это как будто бы как большая, огромная семья, дорогие друзья. Они все друг друга здесь знают и живут здесь уже не один год. Это находится еще и на железной дороге. Я не знаю, действующая ли эта дорога или нет, но здесь когда-то ходили поезда. Hello. Hello. My name's Edward. Это ваш дом, да? Yes? Да. Смотри, я живу в этом месте больше 80 лет. Родился здесь и всю жизнь прожил в этом районе, под этим мостом. Так что я делаю сейчас? Просто живу день за днем. Мне осталось не так много. Скоро я умру. Знаешь, вот на этом районе, вот на этой железной дороге, я самый старый человек здесь. Все, кого я знал, давно уехали. Из всей семьи я остался здесь один. А почему вы тут живете? Давным-давно людям разрешали здесь жить практически бесплатно. Каждый строил себе жилье как мог из того, что находил. Так и появилась эта община. И растянулась под эстакадой на долгие километры. Мы жили здесь счастливо, но сейчас, на мой взгляд, сюда проникает слишком много денег. Всяких благ цивилизации. Но все же здесь лучше, чем в центре. Мне очень хорошо здесь. Я доволен. А можете показать мне свой дом? Вот так это выглядит, да? Это есть дом этого дедушки, который здесь живет. Вы живете один? Нас тут двое. Вас двое, да, здесь? Ага. Скажите, а вам нужны деньги? Сколько вам их дать? Дай чуток. А? Чуток дашь, и я доволен. Мне много не надо. Я не могу у тебя просить. Сколько хочешь. Да, Yes? ну да, нужны. Возьмите сколько надо. Окей. 200 норм. 200 бат? Мне на покушать, и все. Еда. Больше не надо. Не надо мне. Окей. Окей. Это очень мало. Как мало? Возьмите. Ух ты ж, спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Я ему специально раскрыл кошелек и сказал: возьмите сколько вам надо. Он взял рублей 500-600, короче. В связи с тем, что он
супер добрый, супер адекватный, с большим сердцем человек. Я ему подарил 10 тысяч рублей. Просто так вот, за то, что он настоящий. Смотрите, дедушка играет малышки на дудочке. Видимо, чтобы успокоить ее, я не знаю. Hello. 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 А? Капункак. Hello. Вот сюда скажи это. Hello, говорю. Hello. Hello. Кто? Hello. Юроп. Hello. А, ты хочешь слышать звук мелодии из моей дуда? Это местный музыкант у них, дорогие друзья, я так понимаю, он развлекает здесь людей. Кто бы что ни говорил, но здесь есть реально свой детский сад, своя школа, где дети здесь рождаются под мостом. Сейчас меня проведут в их детское учреждение, где они учатся, обучаются, растут, развиваются и социализируются. Это наш детский садик. Он единственный на этом районе. Со скольки лет туда берут? С годика. Точно. На самом деле... Прилег отдохнуть, я не знаю. Да кайфует мужик, чё ты на самом деле. Кстати, некоторые дома выглядят очень необычно. Их делают прямо из тачек. Их уже давно нельзя завести, поэтому теперь это чей-то дом. Я так понимаю, многие люди, которые тут живут под мостом, работают в грузоперевозках, перевозят товары, работают в доставке, потом возвращаются сюда домой, отдыхают и опять на смену. Вот так они проводят время, включают музыку, готовят, играют в настольные игры. Детка, двигай к нам! Прыгай к нам, малыха! Чей-то дом просто порушился, поломался, остались, смотрите, детские игрушки чьи-то. Кто-то, видимо, лишился дома и сейчас живет, может, у соседей даже. Но они сделали здесь вот такую сушку, вешалку для людей, для детей. Юи! Чего? Юи! Чего тебе? Ты с кем? Белый турист, вожу его тут. Здесь не то чтобы антисанитария, здесь вообще ее нет. То есть этого слова не существует. Но они не в курсе. Прежде чем зайти в сад, нам бы забежать в магаз, взять сладости детям. Сейчас мы наберем для детей всяких разных сладостей и раздадим их. Много детей в саду и, скорее всего, ждут нас. Их уже предупредили, что мы придем. Сейчас мы наберем всяких разных приколюх и после сна встретимся с ними. Мы рады вам. Приветствуем вас. Вы же не с пустыми руками. Мы с вкусняхами. Настоящий детский сад в трущобах. Вот как дети спят. Знаешь, я ведь отсюда. Росла тут. А, вы были тут? Ага. Вы с этого детского сада? Практически все дети из нашего района начинают свой путь здесь. Тут очень хорошо следят за детьми. Малыши здесь вырастают, и тут о них заботятся, пока родители выезжают в город трудиться. А потом уже их переводят в школу побольше. Для нашего района это отличное место. Здесь им гораздо лучше, чем втыкать дома в телефоны. Мои дети тоже были тут. А кто построил этот сад? Я не знаю, кто конкретно. Здания часто обновляют снова и снова. Это все работа местного комитета района. Вот эти. И всех рассадили на пол, чтобы раздать им гостинцев, которые мы купили. Что нужно сказать иностранному гостю? Спасибо. Спасибо, иностранец. Посетили школу, они сказали на английском спасибо, а капунка это на тайском тоже как спасибо. Hello, малыш. Вот этому годик всего. Малыш совсем. Даже 2 нет. Мы сейчас попытаемся перебежать на другую сторону, и она нам покажет другую сторону этой улицы. Буквально через дорогу. Движение тут опасное. Нужно идти рядышком. Сейчас покажу тебе наш мост. Самодельный мост. Его сделали местные жители. Такого не видел. Этот мост находится под каким-то наклоном. Кажется, что как будто бы мы упадем. Он не очень крепкий. Поэтому тут лучше... Юи, смотри. Вау, это кто? Крокодил? Варан. Это крокодилы кто? Варан. Ебать, я в ахуе. Тут также водятся очень большие болотные крокодилы. Ведь вы представляете, он вот так вот на берег вышел, вы вышли погулять с ребенком, и он тупо напал на вас. Это пиздец. Я такого еще не видел, ебнуться.
Я его маму еб... На самом деле, ребят, я испугался. Я думал, это настоящий крокодил, а это был полосатый водный варан. В целом, они безопасны и не представляют серьезной угрозы. Они не охотятся на людей, максимум могут защищаться, хлестать хвостом, царапаться и кусаться. В тайской культуре отношение к варанам неоднозначное. Многие считают их грязными из-за питания падалью, а само слово иногда используют как оскорбление. Также некоторые тайцы верят, что встреча с вараном может принести счастье, а вот если варан забрел в дом, это наоборот, сулит удачу. Но это пиздец все равно. Эти дома могут же упасть в воду? Да, конечно. Раньше здесь случалось, что дома буквально рушились и падали в воду. Это было давно. Вот этот мост тоже когда-то обвалился. Его обновили недавно. Построили заново. Это если будет сильное наводнение, да? Да, наводнение – это проблема. Во время сильных наводнений некоторые дома действительно разрушаются. Очень многие из них перестроили. А люди оставались без дома, а куда они потом шли? Если дом сгорает, разрушается или его уничтожает наводнение, государственные службы помогают людям. Им предоставляют временное жилье. Когда новый дом построен, жители могут вернуться обратно. Раньше уже были случаи, когда людей просили переехать, потому что эта территория принадлежит государству. Эти дома официально не находятся в частной собственности, но государство все равно помогает. Всем всегда помогут. Я скажу тебе так, Таиланд заботится о своих людях, когда они попадают в беду, и никогда не оставит их на улице. Хоть это и создаст временные трудности для пострадавших. Господа, один из самых дорогих, красивых торговых центров Бангкока. И сейчас вы зацените этот шедевр. О, да вы что? Ну, все топовые бренды. И Dior тут собрался. Фонтаны прям бьются. Я как будто бы в Нарнию попал. Сказка. Боюсь представить себе, сколько что стоит. Но явно у тех, у кого есть валюта в кармане, присутствует монета. Здесь всегда таких приветствуют, я вам хочу сказать. Очень сильно рубится с нашими торговыми центрами топовыми. Тут как бы и фуд, и рынок, и бары, рестораны, кафе, все вместе. Самое-самое-самое. Смотрите, снизу бассейн, огромный бассейн с фонтанами и зелень огромная. А это все рестораны. Люксовый торговый центр, один из самых визуально сильных богатств Бангкока. Деньги здесь должны быть у людей, чтобы сюда приходить, потому что заведения все почти полупустые. Может, из-за этого, не знаю, ну, красиво выглядит очень это. А теперь представьте тот рынок на Квангтой, по которому я двигался, ходил, и вот этот рынок. Когда я спросил киллера, был ли он в торговом центре Централ Пхукет на Пхукете, он говорит, я лет 5 туда не заходил. Слушайте, ну, либо это все не нужно людям, либо люди платят за комфорт, реально за то, чтобы жить и чувствовать себя, ну, типа, хорошо. Даже переходы сделаны так, что ты ощущаешь себя в лесу. Здесь свой маркет есть. Это что-то типа вкусвилла, господа, посмотрите. Фрукты все отборные. Черешня новая, блядь. Как оно выглядит, а? Ни единого брака. Все настолько дорого. 100 бат стоит авокадо, ребятушки. Не. Вот здесь ты все взвешиваешь аккуратно. Честно, вот эту черешню, если честно, мне вот захотелось взять. 1000 бат. Сколько? Ребята, без приколов был ценник. 1000, блядь. 150 бат. 2500 рублей стоит покушать черешенки. Всего хорошего, ребята. Просто я вам отвечал, я думал, ну 500 рублей. Но не 2500, блядь. Как это возможно? Просто... Вот теперь вы поняли, люди, которые живут вот там вот в палаточках, на эту сумму двигаются полмесяца. А мы заехали черешенки поесть на 2500. Я вам просто клянусь, я в жизни, сука, так дорого черешню не покупал. Никогда. Сейчас я покажу вам ресторан на крыше высотки. Как люди проводят время, как люди ужинают, завтракают, обедают в лучших заведениях, в лучших традициях. И сколько это стоит, самое главное, да? Вот такой вот лобби. Отель дорогой, блядь.
Но люди могут сюда прийти и забраться на крышу, поужинать. Здесь бассейн, спа-салоны, банки, магазины. Все в этом огромнейшем заведении. И тут же, под этим домом, пары кварталов, люди укрываются картонками. Обалдеть. Сейчас просто смотрим на весь город, на весь Бангкок. Я на крышах домов вижу свои какие-то бассейны, залы, вижу футбольное поле, вертолетные площадки, как люди живут. Просто весь город как на ладони. Обалдеть. Вот в этом весь и Бангкок, вся суть его. Так, господа, заказал я себе салат, я уже съел его, терияки, заказал себе чай, 1 коконат. Вышло мне это в 1200 бат. Как черешня. То есть я честно говоря, я не понимаю, как такое может быть. Ну, 2500 рублей вот я ужин. Этот ужин был по среднему чеку. Можно и дороже найти, на самом деле, где один салат будет стоить 2500 рублей. Нормально, приемлемые цены, нормально, типа, считается. А в этом ресторане в основном взрослые. А здесь нет молодых, состоятельные люди. Вот так вот. Вот в этом весь и сок. А он может показать, типа, от своих холодное оружие? Оружие в джунглях? Я не буду таскать его с собой. Ну что? Это я несу для одного чела. Я нашел бедолагу в джунглях. Он долгое время ел только фрукты и пил дождевую воду. Я решил приютить этого Тарзана у себя дома. Ты мне обещал показать ганг киллер. Да, я помню. Сейчас покажу. Кстати, у них туалет вот такой, яма. Выкопана яма. И там туалет. Мы идем. Ты только не свались в яму, Снежок. Как тут подняться? Братан, я не смогу так. Да не ссы. I know. Блять, не смогу. Как подняться-то? Камеру возьми. Тут метров 5. Да что, ха-ха, Давай! Не знаю, куда идти. Не шуми, русские, разбудишь зверей джунглей. А почему мы ночью идем? Чтобы никто не знал, где мы прячем стволы. Если полицай увидит нас тут, всех раком поставит. Вот зачем мне это надо было, ребят? Сидел бы дома в Москве. Нет, поехали в джунгли. Он не соглашался днем, сказал только ночью. Ночью все покажу. Давай, ныряй вот сюда. Смотри, паук. Это ядовитый? Да, не трогай его. Да ну нахуй. Да, он ядовитый. Серьезно? Да, он тебя ёбнуть может. А вот и моя прелесть. Вот они, Снежок. Вот она, моя девочка. Это винтовка, да? Слышь, да, это когда, блядь, фильм «Выживший» снимали, да? Да, она уже старушка. Ну и похуй. Это какого года, блядь? 30-го? Брат, это же палка, блядь. Да, выглядит уставшей, но может дать под хвост еще. Именно с нее я стрелял в кабана. Смотри-ка, вот еще малыши. Иди к папочке. Эта старушка мне досталась от одного старика, которого забрали джунгли около 80 лет назад. Поверь мне, эта девочка способна еще на многое. Вау. Работает как часики. Один выстрел и бам! Ты на небесах. Пороховая какая-то штука. Это самая нужная вещь в джунглях. Он рубит, кромсает, убивает, да все, что хочешь. Этими ножами я защищаю свою семью и корабль. Лучше не играй со мной у меня дома. Давай я отведу тебя на кухню. А его он нашел? You okay? Да, А что с глазом? я поранился о кустарник. Где он его нашел? Он был в джунглях. Я потерялся в джунглях, и этот добрый мужчина сказал, что может приютить меня. А ты откуда? Ты where from? Я с Германии. А как ты тут оказался? Я плохо помню. Я просто шел куда-то по джунглям. Уставший сильно. И я не знаю, я... Слушай, давай я вначале накормлю его. Он ведь голоден. Давай, погнали на кухню. Я голодный, да. Короче, чувак с Германии в джунглях потерянный. Киллер нашел его и приютил к себе домой. Это вообще какая-то история нереальная. Это какой-то блог? Видео. Мужика Бог принес. Так вот и суп. А зачем ты его приютил? У тебя не все равно? Этим людям негде спать, негде остаться.
Представь себя на их месте. Ты в чужой стране, и ты остался один в диких джунглях. Это совсем не весело. Мое дело помочь. И мне не нужен дорогой костюм для этого. Если я помогаю, я делаю это от всего сердца. Это не показная доброта, братан. Он готов так принимать людей с улицы всех подряд? Я принял его, потому что он бы погиб, Снежок. У меня есть земля, я не плачу за воду, не плачу за свет. То есть, по идее, ты готов каждого человека, который попросит помощи, взять к себе домой, правильно? Если им реально нужна помощь, то да. Я удивлен твоему доброму сердцу, и на самом деле ты правильные вещи делаешь, тебе это свыше, и Бог это видит, воздастся, ты добрый человек. Я не знаю, есть ли Бог или нет, но сегодня он помог мне. Ты помог мне, я помог ему. Такова жизнь. Провели приятное время, дорогие друзья, но нам пора двигаться дальше. На самом деле душевный, нормальный мужик, который живет лучшую свою жизнь. Поверьте, ему ничего здесь не надо. А нам стоит задуматься, то, чего нам не хватает. На самом деле у нас все есть. Берегите себя и любите. Погнали дальше. Конечно, там приходится делать ужасные вещи. Пить с клиентами, танцевать для них приват. Знаете, меня, наверное, давно так не прорывало, не пробивало. Я извиняюсь заранее перед всеми, кто смотрит это, особенно перед этой девушкой. Ведь когда я с ней ходил, я совершенно не понимал, о чем она говорит, о чем речь вообще. Я просто задавал вопросы, я не понимал ее реальное положение. После того, как я это снял, я вернулся на Пхукет и скинул на перевод. И мне скинули сейчас. Я смотрю сырой кусок, видите, отдельный кусок с ней. Я самостоятельно принимаю решение, которое, наверное, правильное. Но приходит в секунду, в моменте. Я беру билет и возвращаюсь назад к ней. Hello, Bangkok. Ай, сможем доехать до туда, да? Надо до Клонгтоя. Хочешь, я за рулем поеду? В пакете, да, телефон, как пульт от телевизора. Ай, мотобайк. А вы тут? Ты ездить-то умеешь? Говорю, мотик мне не разобьешь? Yes. Окей. И шлема давай надень. А если разрешил мне управлять? Да, ну это вообще прикол, прям такого не ожидал. Я везу таксиста прям на точку Киви. Не он меня, а я его. Красава! Водила, ты чёрки. Hello, Юи. Здорово. Фигана приоделась. Бабуля! Выглядит бомба пушечная. Как будто мы на свидание едем. Погнали, Юи. Погнали. Куда? Попробуй не закури с такой жизнью. Ты парень Юи? А для чего она? Why? Красиво же. А? Типа платье такое, на свидание едем. Да? Едем. Вау! Girls. Жена. Это кто? он? Да. Да. Тот русский. Woman. А кольцо ты ей подарил? I go Moscow. Все, мы улетаем. Москва. Да? Все, пока, мы улетаем в Москву. Все, мы женимся. Ты прикинь, какие вещи она мне писала, пока я был на Пхукете, вы бы только видели. Но это лично, я его уже не покажу. Я ей объясняю, говорю, нет, я не рассчитываю на это. Я просто хочу прилететь с тобой поговорить. Эй, Юи, ты кому на байк прыгнула? Ее весь город знает, я вам отвечаю. Все. Ты всем рассказала, да, что I man, да? Да. Всем. Да? Э. Всем рассказала. Я управляю байком, она как на Майбахе двигается. В телефоне сидит, переписывается, всем подругам рассказала о том, что все, свадьба в четверг. Хорошая девушка, на самом деле, без шуток. Надеюсь, я не ошибся, и посмотрим, как все разовьется. Задумалась? О чем задумалась? Отвянь. Еще обиделась? Ты здравствуй, с мой тай. Нокаутируйте. Говорят, в центре мажоры, насрать на них. А сама в центре. Вай, да? Good. Красиво.
И я, в общем, хотел с тобой поговорить. Ты можешь отвечать на своем языке, на тайском. И когда мы снимали, я не знал, о чем ты говоришь и показываешь. Мне стало известно об этом через 2 дня. И я хотел извиниться перед тобой за то, что я не понимал, о чем ты говоришь. Это очень важно. I'm sorry. Ладно. Ты сильно меня зацепила, и я не смог уехать сейчас, понимаешь? Understand? Да. Я сам вырос в семье без родителей и знаю, что такое боль. Поняла. No family. I know family. И я решил тебе и твоим детям помочь, чтобы ты была свободна от той работы, где ты сейчас находишься. Окей? Эти деньги, которые я сейчас тебе дам, они для тебя и для твоей семьи. Ты готова сказать честно и сделать правильный выбор? Это для того, чтобы ты освободилась. И я помню про твою мечту. Мы сможем ее осуществить, но позже. Супермаркет. Окей? Клонгтой супермаркет. Окей? Окей. У меня 2 детей, а мужика нахер, они всегда сбегают. Тут это единственный, самый лучший способ обеспечить своих детей. А вот женщина остается и берет ответственность. У меня их 2, я еле вывожу. Знаешь, я не знаю, что и сказать тебе. Я благодарна, но я, правда, не могу найти нужных слов. Тебе просто не оставили выбора, да? Да. Нет? А что ты планируешь сейчас делать? У меня много планов. Я мечтаю открыть маленький магазинчик и жить спокойно вместе с детьми, но пока вообще не выходит. У меня же папа болен. Я ухаживаю за ним почти что одна. Ты меня сильно зацепила за то, что смотришь за ним и за своими детьми. Я тебе хочу сказать спасибо, это очень сильный поступок. Да. 2 года назад отец получил тяжелую травму. Он упал, сильно ударился головой, и произошло кровоизлияние в мозг. Ему сделали серьезную операцию. Чтобы оплатить лечение, я заняла огромные деньги. Даже сейчас мой долг примерно 40 000 бат. Это не огромная сумма, но одной не вытянуть. Я понимаю, тогда тебе следует внимательнее отнестись к работе. Обещаю, я уйду из бара. И я сейчас уезжаю, и мы с тобой прощаемся. Ты хорошая девушка, мне понравилось с тобой, но мне пора. Окей. Возможно, когда-то я вернусь. Пойти с тобой куда? No. Я не смогу с тобой домой. No home, я из Пхукет. Я не могу сейчас поехать я домой, у меня самолет. Мне было приятно с тобой познакомиться, но мне пора идти. Ты мне пиши в WhatsApp, если нужна будет помощь. Ладно? I go. Все. Прощай. В общем, человек в полном шоке. Мы сделали транш ей в размере 200 000 рублей для того, чтобы она покинула то место, где работает своим телом. Что сподвигло, это то, что она мама 2 детей, одна, борется, не пьет, ни с ума не сходит. Это единственное, что меня сподвигло. И мы сделали очень правильное и благое дело. Я понимаю, она в полном недоумении, в полном шоке. И сидела, она таких денег не видела в жизни. Она впервые вообще в ресторане в таком. И впервые. И я ей говорю, прилетай на Пхукет, чтобы с ней увидеть, чтобы не лететь сюда. Она говорит, я не знаю, как купить билет, я никогда не летала на самолетах. В общем, пишите, о чем вы думаете. Я считаю, что я поступил правильно. И в этом весь смысл был помощи людям. Вне зависимости от того, где они находятся, в какой части земли. Как вы заметили, она пыталась, я не знаю, машинально, может, на автомате. Она начала звать меня к себе домой зачем-то. Вы понимаете, о чем речь. Спасибо, что пришли сегодня ко мне. Спасибо за эти деньги. Обещаю, я уволюсь с работы в баре. Я использую деньги, которые вы мне дали, для погашения своих долгов и больше не буду обременена никакими финансовыми обязательствами. Путешествуйте безопасно. Надеюсь, мы еще встретимся. Знаете, а я ведь встретил ее случайно. Обычная встреча, каких тысячи, происходит каждый день в этом мире. Но за этой встречей стояла история, которая что-то во мне перевернула. У нее 2 детей. 2 детей, которые имеют право на нормальную жизнь, которые растут несмотря ни на что, которые не выбирали, в какой семье им родиться, и не должны платить за то, что мир вокруг них устроен, ну как-то несправедливо.
И вот эта девушка И, она мама, оказалась перед выбором, перед страшным выбором, перед которым не должен оказываться ни один человек. Продать свое тело или смотреть, как голодают ее дети. И это не выбор между хорошим и плохим, это выбор между невыносимым и еще более ужасным. Я постарался дать ей возможность прекратить ту жизнь, которая каждый день убивала в ней настоящую любовь. Не потому, что я герой, не, я не герой. Я обычный человек, такой же, как и вы, который заметил это и просто не прошел мимо. И знаете, что меня поразило больше всего? Не отчаяние в ее глазах, а то, что среди этого отчаяния все еще жила надежда и любовь к детям, ради которых она была готова жертвовать собой каждый день снова и снова. Это и есть настоящая сила, не та, о которой пишут в книгах про успех, а та тихая, невидимая сила матери, которая идет до конца, какой бы дорогой ни была эта цена. Честно, я не знаю, что будет с ней дальше. Я не могу спасти весь мир. Но в тот день я понял одну простую вещь. За каждой такой судьбой стоит живой человек с именем, с историей, с детьми, которых он любит больше собственной жизни. И если этот пример хоть немного изменит то, как вы смотрите на мир вокруг себя, значит, все было не зря. Друзья мои, берегите себя, любите жизнь и дорожите каждым прожитым днем.